Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю вам поговорить про такие технологии древних, как роботы. А именно роботы-андроиды, те, которые недоступны нам и сегодня. Дело в том, что существует подобное выражение Артура Кларка, который говорит, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. То есть, когда мы слышим, что в древности была какая-то магия, то мы просто должны понимать, что там были какие-то очень высокие технологии, которые даже нам, сегодняшним, не совсем понятны, как они могли этого достигать. А они этого достигали. Если же вы смотрите первый раз мое видео, то рекомендую вам ознакомиться с предыдущим видео, где я показывал тоже другие высокие технологии древних, а именно высокие технологии в металлургии, которых мы еще даже не достигли, которые свидетельства материальных, которые находят и археологии, они существуют по всей земле. Все ссылки на материал, как всегда, будут в описании под видео. Ну и самая интересная работа по теме древних технологий — это космические ракеты в 16 веке, где существуют множественные книги, показывающие, что 16 век, мягко говоря, был не совсем таким, как мы себе представляем. Что там были не просто камни и палки, но и очень совершенные технологии. Не только в металлургии, но и в роботах. Вот, например, что мы читаем из писем голландского купца Йохана Вема, который подтверждается записями еще двух купцов, которые были при дворе Ивана Грозного. Это есть как раз 16 век. И что же они там встречают? Они встречают роботов. Вот что он пишет. Буквально: железный мужик, на удивление всем, подавал царю кафтан и подносил чашу с вином, кланялся гостям и что-то напевал на этом невыносимом русском языке, который мне никогда и не поддался. Когда царю возразили, что эта вещь не искусством мастера сотворена, ну, то есть там какой-то карлик сидит, фактически ему сказали, царь кликнул 3 людей мастеров вида, одетых по-боярски, и что-то им приказал. Те открыли спрятанные под одеждой железного мужика крышки, внутри него оказались 6 шестерней и пружины, двигавшие руки, ноги и голову. То есть, фактически, это робот. Робот, который не просто какими-то там веревочками управляется, но это андроид, то есть человекоподобный робот, который еще работал непонятно от чего. То есть, скорее всего, он работал вообще от энергии фотосинтеза, потому что он мог работать в солнечную погоду. Идет описание, что подобные роботы на Руси существуют уже сотни лет. Это в 16 веке. Но, чтобы люди не подумали, что это какая-то там ошибка, единичный случай или еще что-то. Создание роботов продолжалось и в петровские времена. То есть, скорее всего, в петровские времена Яков Брюс творил именно по библиотеке Ивана Грозного. И что же там говорится? Что в петровские времена Яков Брюс сотворил механическую горничную. Придворные говорили о ней следующее: он, Брюс, только подумает, не скажет. Кофейку бы сейчас, и она уже с подносом плывет павою. То есть управление мыслью, как у богов Олимпа, как Ивана Грозного. Сделал ее граф из цветовой проволоки. Что касается остального, по девичьей части сделал резва, естественно, чего дряхлый Брюс юношески держится. Она была полностью человекоподобной, многие хотели ее даже взять в жены из-за ее красоты. Когда Брюса доставали, он вынимал какую-то шпильку, и она раскрывалась, и все видели, что внутри эта проволока какие-то цветы. То есть теперь понятно, почему нужен был свет. То есть это был как бы искусственный интеллект растений. На фотосинтезе работала эта система, между прочим. Плюс воспринимала сигналы мозга. То есть это как бы гибрид механизма живой природы какой-то был. То есть, может, именно поэтому разобрали Сухаревскую башню, где работал Брюс, фактически до кирпичика. Скорее всего, искали библиотеку Ивана Грозного, а там еще рассказывалось, как Брюс создавал летающие какие-то механизмы, роботы. Но опять же, для тех, кто подумает, что это какие-то единичные явления, раньше ничего не было, и вообще Брюс это что-то завез там, то мы находим самое первое воспоминание о роботах на Руси. Первое упоминание так называемой Золотой Бабе в исторических документах появилось более 1000 лет назад. То есть в исландских и скандинавских сагах повествуется о походе викингов за Золотой Бабой в 820, 918 и 1023 годах. То есть, когда они ходили, сначала была все-таки разведка, вот что они говорят, те, кто там был и видел всю эту систему. Священник советуется с этим идолом об образе действия, направления движения, и поразительно говорит об этом в записях свидетелей. Она дает обращенные к ней ясные ответы, ведущие к получению правильного нужного результата. То есть робот умеет предсказывать будущее фактически.
изначально умела передвигаться и издавать ультразвук для собственной защиты. Да, робота, скорее всего, модернизировали или меняли, потому что есть разные виды, разные формы. Она то с двумя детьми, то сидит, то стоит. То есть разные почему-то изображения. То есть, скорее всего, робота все-таки время от времени обновляли. Вот что пишут другие свидетели. Подле золотой бабы всегда лежало множество гуслей и других музыкальных орудий, которые непрерывно наигрывали сами собой, потихоньку, то погромче. То есть, фактически какие-то звуковые устройства наподобие наших магнитофонов. По их звуку жрецы предсказывали будущее, ибо золотая баба почиталась доброй пророчицей. То есть звуковые инструменты, ультразвук, человекоподобный робот, все нормально. Больше 1000 лет назад идет описание, и описание, что подобных роботов стоит как минимум 3. Об этом я подробно писал в предыдущей статье про роботов. Перейдите, посмотрите, все ссылки будут на материалы в описании под видео. Так же, как и на видео про конька-горбунька. А где вы видели летающих лошадей, да еще с 2 горбами, да еще и небольших. На самом деле мы с вами это уже рассматривали, что все эти сказки это описание того, какие были технологии в прошлом. Это никакая не магия, это никому не приснилось, что конек, это определенный круг. А то, что у него 2 горба, он примерно летательный аппарат индивидуальный, похожий на вот эту вот модель примерно. То есть у меня есть все эти видео, все ссылки будут на материалы в описании, в конце заставках. И вы начинаете понимать, что это не какие-то фантазии магии, это реальное прошлое. И подтверждению этому реальному прошлому тех высоких технологий мы находим в сказках. То же самое мы видим в сказке о мертвой царевне и 7 богатырях. Когда героиня, главное, разговаривает с зеркалом, представьте, еще, грубо говоря, 30-40 лет назад, кто бы говорил с зеркалом, да? Разговаривать с зеркалом. Это ж надо было придумать. Сказки, магия. Теперь мы все разговариваем с зеркалами. У нас есть у каждого. То есть, фактически, первый русский планшет, так и катилось яблочко. Сейчас же у нас знание не полное, оно откусано, частично. Нам снова дают те же технологии прошлых цивилизаций, убеждая нас, что это какие-то совсем высокие технологии. А то, что мы об этом уже в сказках читали, а то, что мы об этом уже видели, представления людей, которые, да, что-то знали, потом потеряли и пошло передаваться из уст в уста, как же на самом деле было чуть раньше. То есть мы видим те же самые технологии, голосовое управление, то есть опять имеем искусственный интеллект, как у того же конька-горбунька. То есть он не просто может летать, он может тебя обеспечить едой, теплотой, холодом, пропитанием, оберечь, перенести, и при этом он еще с тобой разговаривает. То есть все герои разговаривают не просто с пустыми местами, а с искусственным интеллектом, который вшит либо в зеркало для передачи данных, типа что-то интернета, либо и наших мобильных телефонов и планшетов, либо в искусственный интеллект, который встроен в те же летающие тарелки. Все это есть более подробно, ссылка и под видео, переходите. Я же хочу еще напомнить про еще одного товарища, а именно Альберта Великого, который жил, считается, где-то в 13 веке. Был очень просвещенным человеком в свое время. Оставил множество произведений по алхимии, медицине, математике, астрономии. Алхимия фактически сейчас запрещена. Это вся химия. Сейчас нам оставили просто часть химии, поэтому так она называется. Химия. Из жизнеописания Магнуса видно, что он почти 20 лет работал над анероидом. То есть то, что мы сейчас называем андроидом. Механическим человеком, который двигался, разговаривал, выполнял домашнюю работу. 13 век. А нам говорят палки-копалки, ничего никто не знает, ничего нет. Автомат был сделан из металлов и неизвестных веществ, выбранных по указанию звезд. Анероид служил Магнусу и его ученику Фоме Аквинскому. В итоге этот Фома Аквинский разбил этого робота, считается. Или он где-то в запасниках еще лежит, откуда мы знаем. А слово анероид осталось в научной литературе. Мы сейчас это называем андроиды. Если взять вообще первоисточник всех этих легенд, сказок, то мы, конечно, вспоминаем про богов Олимпа Гефеста. То есть из древнегреческих мифов известно, что Гефест создавал роботов-воинов и роботов-слуг. А древнегреческие это то же самое, что древнежреческие. То есть это те же славянские легенды и мифы. Ничего чужеродного. Это уже более сложные роботы описывались, которые управляли телепатически, они подчинялись не только слову, но и мысли. То есть мысленное управление, то, над чем наши ученые бьются только сейчас. То есть, мало того, Гефест создал роботов, не просто подчиняющихся мысленным приказам, но и способных предугадать желания человека.
Ну, фактически, как сейчас нас программы собирают информацию, чтобы узнать, а что мы хотим, что мы любим, чтобы нам это типа предложить, причем еще вовремя. То есть, поэтому Гефест, он как бы считается бог огня и кузнечного дела, покровитель ремесленников. Его кузница находилась под горой Этна в Сицилии. А вот сейчас мы поймем, почему же он живет на Олимпе, а работает именно под землей. Вот это что же самый интересный факт. То есть первый робот, описанный в литературе, это фактически Талос. Бронзовый мифический великан, первый робот в истории известный, который защищал Минойский Крит от вторжения. Талос, а также золотая собака, от которой не мог сбежать никто, и колчан со стрелами, которые всегда попадали в цель. То есть фактически какие-то самонаводящиеся ракеты. Робот-собака, которая догоняла как бы небольших нарушителей. Ну, это были три дара Зевса в своей любимой Европе, которые как бы охраняли именно остров Крит. Что самое интересное, ученые, раскапывая Крит, не видят очень сильных защитных сооружений. То есть не видно гигантских защитных стен, нету. То есть, а как бы Крит, подходи с моря с любой стороны, как бы и нападай. То есть и грабь как бы большие запасы золота, там, как это был торговый центр. То есть его кто-то охранял не при помощи стен, а при помощи чего-то другого. И это небольшие массы войск, которых там ну просто невозможно разместить и содержать. То есть это было что-то. То есть могли быть это роботы? Вполне могли быть, потому что для них как бы гигантские стены не надо строить. То есть в чем же заключалась работа Талоса? Перед вами, кстати, монета с Талосом, который еще и летать умел, по некоторым легендам. Она заключалась в защите острова от любого нападавшего. Он обегал, а по другим данным облетал. То есть гигантский робот, напоминаю. Крит 3 раза в день. Смотрите, Талос не позволял ни одному вражескому кораблю приближаться к берегу. Бросал огромные валуны, топившие корабли. Вот мы все время ищем, а как они большие валуны-то перетаскивали. То есть, может, это были люди-гиганты. Так а может, это были гигантские роботы. То есть, если они были, если они имели искусственный интеллект, подчинялись слову, приказу, если тот же Талос мог бросать гигантские камни в корабли, то почему не мог при помощи гигантских камней строить храмы, пирамиды и так далее и тому подобное? Может, вот он ответ на наши вопросы. Высокие технологии, роботы, строители, в чем проблема? Если же это какому-то кораблю все же удавалось избежать потопления, то есть он фактически подходил в ближнюю зону действия и причаливал к берегу, то Талос входил в воду, его бронзовый корпус нагревался, и корабли сгорали дотла. Ну, интересная технология, правда? То есть в ближней зоне действия вот такая система. Плюс, изучая легенды про Талоса, я пришел к выводу, что Ахиллес это тоже робот. То есть Ахиллесова пята, вы знаете это выражение, это как бы уязвимое место. Возникло его на основе легенды о Ахиллесе. То есть эта легенда повествует о том, как мать Ахилла, Фетида, захотела сделать тело своего сына неуязвимым. Для этого она окунула его в священную реку Стикс. Казалось бы, а в чем проблема? Ну вот в реку окунула, да и все. Проблема вот в чем. Для того, чтобы там вообще описано чуть по-другому, что она как бы искала какое-то дитя богов, который выполнит какую-то миссию, и для этого всех детей как бы испытывала своих. Ну, как испытывала, не скажу, но факт, сейчас вы поймете, как она их испытывала. То есть, что такая река Стикс? Это подземная река. Воды, ну там не вода, а это река, которая протекает в стране мертвых. То есть, она окунала его в воду, то держала за пятку, поэтому это место осталось незащищенным. Именно туда попала стрела, которая стала для Ахилла смертельной. Ну, это как бы общие сведения о мифе, потому что есть разные описания. Также, а при чем тут робот? А потому что, если мы вспомним Стикс, что это за река? Это река в Аиде. Но это магматическая река, то есть она огненная. И поэтому сам Гефест, который производил роботов, когда ковал те же мечи, когда его кузница находилась под землей, почему? Они все изделия создавали и закаляли потом в водах Стикса металл, потому что это все-таки огненная река. И Стикс протекает там, где нет как раз именно земного притяжения, то есть его нейтральный уровень, что позволяет получить уникальный сплав материалов уникальный. Поэтому, когда говорят, что вообще-то Ахилла именно в водах Стикса окунали, то его фактически робота закаляли. То есть идет описание, как создавался робот с уникальными свойствами. Отсюда его неуязвимость перед копьями да стрелами. Ну, что копье да стрела сделает роботу, у которого там закаленная сталь его защищает. А когда мы рассматривали строение Земли, то мы установили, что как раз
где-то примерно, толщина земной коры где-то примерно под 500 километров, в центре этой коры и протекает этот Стикс, это огненная река. То есть, все, кто путешествовал в сказках, легендах, мифах, практически, вопрос в другом. Они говорят, центр тяжести находится на 150 миль ниже поверхности. И в этом пункте, на 150 миль ниже поверхности, сила тяжести прекращается, становится нейтральной. Ну, казалось бы, ну нейтрально, и что в этом такого? А вот в нашем современном мире мы понимаем, исходя уже из космических технологий, то есть в космосе, где опять же отсутствует сила тяжести, они говорят, что на кораблях происходят эксперименты, то и как раз в первую очередь металлургия для получения уникальных металлов и их сплавов. Было практически доказано, что в невесомости в вакууме можно выполнять технологические операции как раз по обработке металлов, по созданию уникальных сплавов. Одновременно выяснилось, протекают они там иначе, чем на Земле, так как на орбите решающую роль играют силы поверхностного натяжения, диффузия, капиллярные эффекты и другие межмолекулярные взаимодействия. То есть металлы получаются совсем других свойств, чем в условиях земного притяжения. То есть мы сейчас это делаем в космосе, древние цивилизации делали под землей, где тоже нулевая гравитация. Именно поэтому, когда мы встречаем вот феодосийские серьги знаменитые, которые сделаны при помощи тончайшей работы, современная наука и технологии не могут их повторить, потому что у них нет условий невесомости. Вот теперь понятно, почему они уникальны, откуда такие тонкая работа, то есть откуда ювелиры древности могли это сделать. Ну, еще один факт, который говорит нам, что Ахиллес тоже был, как и Талос, роботом. Это именно легенда о том, как погиб Талос. То есть общий смысл этих легенд сводится к тому, что тем или иным способом у Талоса вынули из пятки как раз тот гвоздь, который не позволял вытекать либо смазке, либо топливу. То есть, когда из ноги вынули этот гвоздь, из робота вышла либо вся смазка, либо все топливо, то есть механизм либо лишился топлива, либо наоборот лишился смазки, то есть фактически все движущиеся части заклинили, и робот погиб. По другим версиям, Медея заглянула Талосу в глаза и произнесла заклинание, свела его с ума. То есть она произнесла какую-то звуковую команду, он выбил себе гвоздь, после чего, как говорится, смазка вытекла и робот погиб. Но это то, как погиб Талос, робот легендарный. Когда же мы вспоминаем про Ахиллеса, то мы вспоминаем, как погиб Ахиллес, ему что-то попало в пятку. То есть его не могли не убить ни стрелы, ни мечи, то есть он был непобедимый воин. Ну, опять же, та же пятка, опять же попали, наверное, в тот гвоздик, что затыкал выход масла или топлива. Топливо вытекло. Ну, все, Ахиллес погиб. Другие места его не могли ни ранить, ни убить. Вот же в чем суть. То есть, фактически мы видим тот же робот, которого закалили под землей, и он погиб точно так же, как Талос. Ну, и тут же мы встречаем и описание, как бы, о том, что Гефест мастер кузнечного дела, а вот ему помогают сыновья Урана и Геи, то есть одноглазные великаны-циклопы. Геи — это как бы сама Земля. Ловко управляются у печи, держат в руках огромные молоты. Может, это все-таки защитные маски, но то же самое мы видим в центральном эпизоде ирландских сказаний о Фине. Его борьба с чудовищным одноглазым противником по имени Гол, или Аэта, или Айлин, или как Мидия. Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что по описанию это не просто гигант, это гигант, у которого изо рта, по другим данным из глаз, вырывается пламя, то есть фактически лазерный луч. И герой Фин использует как бы щит для отражения этого лазерного луча. То есть это не просто гигантский робот, но и робот, который может излучать пламя. Ну, скажем, лазерные технологии фактически. Почему нет? Возможно это? Ну, в свете того, что мы видели до этого, вполне возможно. Также в одной из сказок говорится, что Фин, когда решил сразиться с вот этим великаном, скорее всего роботом все-таки, чтобы не замочить ноги, вбил в дно Ирландского моря ряд колонн и таким образом построил мост, дорогу гигантов. Ну, вы теперь знаете, что это остатки деревьев гигантов все-таки. Да, они были разных типов. Отсюда такое гигантское основание. То есть это когда-то были живые существа. Да, они погибли. Мы сейчас имеем только пни в основном. Но эти столовые горы и дороги гигантов — это как раз остатки уникальной биосферы прошлого. Опять же, когда мы читаем рассказ про Иасона и аргонавтов, как они добывали золотое руно, а это фактически письменность, золотые руны, мы встречаем рассказ про
тавров, то есть медных быков. Опять же, ну, где вы видели живых медных быков? То есть это роботы. То есть они же колхидские быки, мифические существа, которые проявляются в этом эпосе о Ясоне Золотом Руне. Они представляют собой двух огромных быков с бронзовыми копытами и бронзовыми жидкостями, через которые они дышат огнем. Ну, фактически какие-то роботы. То есть, согласно аргонавтике, колхидский царь обещал Ясону драгоценное руно, если он сумеет сначала запрячь Халкатава в ярмо и использовать их для вспашки поля, которое затем потребовалось засеять драконьими зубами. Как бы, он бы, конечно, не справился, но ему помогла там любимая, Медея как раз помогла. Она знала, как с ними справиться, Халкантавры были подарены царю Эту, богом огня и самым известным кузнецом. Ну, конечно, все как бы приписывают Гефесту. Перед испытанием Ясон натерся полученным от Медеи волшебной мазью, которая сделала его неуязвимым для огня и железа. Благодаря этому смог укротить быков, надеть на них ярмо, ну, конечно, все это вспахать, поле и засеять его зубами дракона. То есть это фактически, может, какие-то особые тракторы были. То есть механизмы как раз для вспашки тех же полей, то есть что-то типа трактора. Ну а что такое зубы дракона? Ну дракон-то тут при чем? Когда вспахали поле, засели зубами дракона, как бы Ясон говорит, давайте награду. Царь говорит, да нет, подожди секундочку, давай пускай зубы все-таки прорастут. Что же проросло из земли? Из земли поднялись мужи в полном вооружении. То есть фактически появились какие-то простые роботы, которым для того, чтобы расти, может, нужна была вода или минеральные элементы, чтобы сформироваться и вырасти фактически. То есть мини-роботы превращались в обычных роботов, человекоподобных опять же. Но они, конечно, были невысокого интеллекта, потому что по совету Медеи как раз Ясон бросил в середину поля огромный камень. Эти воины начали сражаться с друг другом. Тех, кто остался в живых после этой схватки, герой перебил сам. То есть интересная технология, у вас есть какой-то маленький робот, вы его бросаете в землю вспаханную, он из земли берет питательные вещества, воду необходимую и превращается фактически в обычного человека. Да, не совсем умного, то есть которые умеют двигаться вперед, интеллекта мало, но при такой толпе, конечно, не могли бы решить все и сами как бы убить этого товарища Ясона, но, как видите, нужно было всего лишь внести сумятицу в их ряды, чтобы они как бы начали драться друг с другом, всего лишь. Но это уникальная технология. Здесь мы видим опять тех же роботов, которые нам вообще недоступны. То же самое с описанием драконов. Дракон бессменно неусыпно сторожил колхидской роще золотое руно. Имел бронированное медное чешуйчатое тело, сверкающие глаза, пасть 3 рядами зубов и колыхающийся золотой гребень на голове. То есть, если данный дракон все-таки какой-то современный механизм, то есть робот, именно поэтому он может беспрепятственно, беспрестанно следить за золотым руном. Он же робот, ему спать не надо. То есть, получается, сверкающие глаза это прожекторы, тройной ряд зубов это какие-то герметические запоры пасти, а колыхающийся золотой гребень, ну, это локатор, антенна как раз для обнаружения тех, кто пытается украсть это руно. Понятно, что здесь не в шкуре барана золотое дело, здесь руны, письменность. То есть то, при помощи чего можно получить образование и создавать уникальные действительно объекты. То, чего как раз современные люди и лишены образования. А за именно легендарные герои знали, что нужно для того, чтобы выйти на новый уровень. В такой реконструкции дракон уже воспринимается как некий механизм, описанный человеком бронзового века. В правильности подобных интерпретаций нас убеждает прежде всего возможность сломать машину, так как любая техника ломается. То есть для усыпления дракона потребовалось гипнотическое воздействие, фактически создание каких-то электронных помех на гребень, чтобы он не видел нарушителей. То есть Медея об этом знала, ну как бы они смогли преодолеть и этого робота. Казалось бы, ну это может там греки там сильно увлекались, но мы находим описание роботов в Китае. Вот Лисевич нашел описание роботов, которое датируется фактически 4 столетием до нашей эры. В Китае рассказывается, как мастер привел сделанный им робота к царю Му. Этот механический слуга мог петь и танцевать, преобразовывался, изменялся на 1000 ладов, выполняя любое желание. То есть вот фактически то, что мы пытаемся сделать сегодня, уже было 2400 лет назад.
Он был способен на самостоятельные поступки, и именно это и принудило мастера наконец разобрать свое произведение. То есть робот, который обладает полностью искусственным интеллектом. Из текста видно, что этот робот был не что иным, как биомеханическим агрегатом, подобие человека с полным набором искусственных внутренних органов. Царь тщательно все осмотрел, все оказалось искусственным. Внутри были искусственный печень, желчный пузырь, сердце, легкие, селезенка, почки, кишечник, желудок. Внешне мышцы с костями, конечности с суставами, кожа с волосами, зубы и прическа. То есть то, что мы добиваемся сегодня, уже было 2400 лет назад. То есть ведь сегодня такие роботы все еще мечта ученых и инженеров. Вот из современного Китая фотография, где пытаются как бы сделать человекоподобного робота. То есть только завершают эти технологии. Опять же, мы читаем у Геродота, и что и многие другие греческие писатели рассказывали о говорящих статуях, которые стояли у ворот египетских храмов, изрекая волю богов. По некоторым свидетельствам, эти статуи могли двигаться и по ночам охраняли храмы от грабителей. Ну, чем вам не роботы, охранники? Тот же поэт Пиндар писал о движущихся статуях, изобретенных легендарными волшебниками Тельхинами. В VI веке до нашей эры в греческой мифологии это вулканические божества морской глубины, собакоголовые, ласторукие демонические существа, почитавшиеся на Родосе как спутники Посейдона. Считается, что именно они сковали трезубное копье Посейдона. Ну, почему бы и нет, то есть это какое-то производство, почему здесь опять же и вулкан, и глубины, и в том числе и морские, может это какие-то подводные жители. Они обладали возможностью изменять свой вид, ни с кем не делились своими знаниями и искусством. Поэтому приписывается изготовление таких предметов искусства, которые приносят вред или гибель. Например, серпа, которым Кронос кастрировал своего отца Урана. Ну, это все, конечно, образные значения. Ну, считается, что это либо сыновья Посейдона, то есть подводные жители, либо сыновья Тартара, Немезиты, по другим Геи, Понта, то есть или подземных жителей сыновья. Выводы. Ну, выводы простые. Создание роботов происходило еще в петровские времена. Тот же Яков Брюс сотворил механическую горничную. Придворные говорили о ней следующее. Он, Брюс, только подумает кофейку бы сейчас, она уже с подносом плывет плавая. То есть управление мыслью, как у богов Олимпа. Сделал ее граф из цветов и проволоки. Что касается остального, по девичьей части сделал резва, естественно, чего дряхлый Брюс юношески держится. То есть полная человекоподобность. Первые упоминания так называемой золотой бабе в исторических документах появились более 1000 лет назад в исландских и скандинавских сагах, повествующих о походах викингов за золотой бабой. То есть роботы присутствуют фактически на всем временном протяжении, что мы видим. Говорится, что священники советуются с идолом об образе действия, направлении движения, и поразительно говорят свидетели, она дает обращающиеся к ним ясные ответы, ведущие к получению правильного нужного результата, предсказания будущего, умение передвигаться, издавать ультразвук. Тот же Лисевич отыскал описание роботов в Китае, которое датируется еще 4 столетием до нашей эры. Рассказывается, как мастер привел сделанным им робота к царю Му. Этот механический слуга мог петь и танцевать, преобразовывался, изменялся на 1000 ладов, выполняя любое желание. Он был способен на самостоятельные поступки. Именно это и принудило мастера наконец разобрать свое произведение. Геродот и многие другие греческие писатели рассказывали о говорящих статуях, которые стояли у ворот египетских храмов, изрекая волю богов. По некоторым свидетельствам, эти статуи могли двигаться, по ночам охраняли храмы от грабителей. Тот же поэт Пиндар в VI веке до нашей эры писал о движущихся статуях, изобретенными легендарными волшебниками Тельхинами. В греческой мифологии это вулканические божества морской глубины, собакоголовые, ласторукие демонические существа, почитавшиеся на Родосе как спутники Посейдона. Они обладали свойством изменять свой вид, ни с кем не делились своими знаниями и искусством. То же самое, что дракон, бессменно и неусыпно староживший в Колхидской роще золотой руной, имел бронированное медное чешуйчатое тело, сверкающие глаза, пасть 3 рядами зубов и колыхающийся золотой гребень на голове. Если указанным драконьим деталям подобрать современные технические эквиваленты, получим сверкающие глаза — это прожекторы, фары, тройной ряд зубов — это герметический запор пасти, ну, колыхающийся золотой гребень — это локатор, антенна, то есть сам дракон — это робот-охранник. Альберт Великий, он же Магнус, который жил в 13 веке,
и был очень просвещенным человеком в свое время. Из его жизнеописания видно, что он почти 20 лет работал над андроидом, механическим человеком, который двигался, разговаривал, выполнял домашнюю работу. Автомат был сделан из металла неизвестных веществ, выбранных по указанию звезд. Анероид служил Магнусу и его ученике Фоме Аквинскому, а слово анероид осталось в научной литературе, которой мы и пользуемся, говоря, что андроид. То есть мы в древности видим высокие технологии, многие из которых даже выше наших современных. Это не только металлургия, это роботы, это определенные летающие механизмы типа НЛО, которые мы сейчас видим, ну и даже космические ракеты. Помните, повторение мать учения, новая информация с первого раза никогда не усваивается. Нужно повторять и просмотр столько раз, сколько и нужно. Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Тоже в конце видео будут заставки, там будут дополнительные материалы по этой теме высоких технологий древних. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.